Здравствуйте! Приветствую всех на своем канале. На недавнем стриме очень много было просьб приготовить азу. И вот мы сегодня решили это сделать. Но сделать не просто как-то обыденно, а мне прислали вот такой афган-казан. Константин с канала «Чё похавать?». И я хочу сегодня азу приготовить в этом казане. Сам буду им пользоваться первый раз. Посмотрим, что у нас получится. Для азу нам сегодня понадобится мясо, телятина, чуть-чуть курдюка, жира, естественно, картофель, нарезанный крупной соломкой, лук, нарезанный четверть кольцами, помидоры. Можно применить томатную пасту, но я больше приверженец натуральных продуктов, поэтому я взял помидоры, соленые огурцы и специи: соль, перец, смесь хмели, сунели, кориандр, несколько зубчиков чеснока. Для загущения соуса мы будем делать муку со сливочным маслом и зелень, укроп и петрушка. Приступим к приготовлению. Хочу отметить, друзья, что с сегодняшнего выпуска наши выпуски будут сниматься в формате 4К. Если ваши мониторы поддерживают эту функцию, вы можете перестраивать их и наслаждаться просмотром наших рецептов. По поводу афган-казана хочу сказать, это принцип нашей скороварки, такой же вот, как раньше были скороварки, просто он сделан из алюминия толстостенного, у него есть перепускные клапана, а сегодня мы будем его испытывать и посмотрим, что в нем можно будет готовить. Для начала нарежем мясо. Я взял мякоть телятины, нарезаем его как на бестроганную, только в 2 раза покрупнее. Все ингредиенты, количество я укажу под видео в описании. Мясо нарезаем размером 1,5 на 3 брусочками, ну как на бестроганной, такой соломкой в общем. Стараемся нарезать поперек волокон, чтобы мясо наше было мягкое, не тянуть его как резинку. Можно обжаривать мясо на растительном масле, но я хочу его на натуральном бараньем курдючном сале обжарить. Курдюк нарезаем небольшими кусочками. Я думаю, этого количества нам будет достаточно. Включаем нашу плиту. Ставим на плиту переходник. Казан не поддерживает индукцию. Если у кого индукционные плиты, имейте в виду. А пока растапливается сало, мы нарежем соломкой огурчики. Нам понадобится 7 мелких огурчиков. Ну, не мелких таких, 7 средних. Я взял со своего посола, вы можете купить в магазине, на рынке. Огурчики мы нарезали. Нужно нам очистить от кожуры помидоры. Для этого мы делаем надрез крест-накрест сверху, для того, чтобы нам потом было удобнее снять шкурку. Кладем мы помидоры в емкость и заливаем горячей водой на 2 минуты. Пока мы нарезали огурчики, у нас растопилось сало. Мы курдюк выложим. На растопленном сале будем обжаривать мясо. Почистим помидоры от кожицы. Чистятся они легко. Кожа отслаивается в процессе приготовления, и потом она, как отдельная фракция, в блюде будет плавать. Тем более шкурка помидор нашим желудком не переваривается. Пока обжаривается мясо, нарежем помидорки. Помидорки нарезаем
просто произвольно, кубиком, дольками, как вам нравится. Они все равно у нас в блюде все растушатся. Мясо обжарилось. Отправляем к мясу лук. Помидоры. И добавим воды. Воды добавляем грамм 800. Посолим немного. Пока чайную ложечку, пол чайной ложечки перца. Добавим пару листиков лаврушки и чуть-чуть вот хмели сунели я хочу добавить. Уйдем немного в сторону от классики. Теперь закрываем наш чудо-агрегат. Минут на 30 и ждем, когда приготовится мясо. Картофель для азу мы обжарим отдельно. Нальем масло на сковороду и отправим нарезанный крупной соломкой картофель. Картофель обжариваем до колера, не до готовности. Он у нас будет еще вместе с мясом доготавливаться. Почему обжариваем картофель? Так он придаст более насыщенный вкус блюду. Вариантов приготовления азу много. Кто-то там сразу ингредиенты закладывает в общую кастрюлю, кто-то обжаривает все по отдельности, кто-то загущает бульон, кто-то нет. Я готовлю азу по-татарски, по старым раскладкам времен Советского Союза. Посолим картофель. И поперчим. Вот появляется колер на картофеле. Сейчас мы еще его минут 5 обжарим. Жар у нас максимально. Нравится мне запах жареной картошки, да и вообще люблю картофель. Кстати, многие спрашивали в комментариях снять рецепт, как пожарить вкусный картофель. Мы как-нибудь обязательно снимем. Для меня удивительно, но некоторые даже спрашивали, как сварить вкусно манную кашу. Это тоже хотел рецепт как-нибудь снять. И как сварить макароны тоже люди спрашивали. Ну вот мы довели до колера картофель, выкладываем его, обжарим оставшийся также картофель. Пока мы обжаривали картофель, афганский котелок с мясом, луком и помидорами томился на соседней плите. С момента того, как он начал свистеть, прошло 30 минут. Сейчас мы спустим воздух, откроем его и посмотрим, что у нас там творится. Аромат стоит, друзья. Достаем оттуда бульон. Нам сейчас надо будет его протушить с огурцами и загустить мукой. А к мясу отправим пока картофель. Прямо бульон с луком, с помидорками достаем. Я думаю, этого нам достаточно более чем. Оставшийся здесь бульончик отправляем картофель к мясу. Пока уберем афганский котелок в сторону, нам нужно будет обжарить муку для соуса.
на обычной сковородке. Возьмем 30 граммов муки. Нам ее нужно обсушить и чуть-чуть прижарить. Это делается для того, чтобы у соуса был своеобразный вкус и цвет. Этот процесс постоянно помешиваем, чтобы мука у нас сильно не пригорела. Добавим сливочного масла. Сейчас все это отправляем в кастрюльку с соусом. Туда же вслед отправляем соленые огурчики. Помешиваем, доводим до загустения. Получить нам нужно подливу. Добавим сюда еще пару зубчиков чеснока. Попробуем на соль. Надо чуть-чуть еще поперчить и добавить чуть-чуть чайную ложечку соли. Дорогие друзья, подготовленный соус выливаем к мясу с картошкой. Закрываем чудо афганский котелок и оставляем готовиться еще на 25 минут. Друзья, после того, как мы загрузили картофель и соус, казан простоял на плите 20 минут. Посмотрим, что у нас получилось. Смачно. Ну-ка. Ни разу не готовил в афганском котелке. Сейчас хочу попробовать на вкус, как это. Но по времени заняло на все про все 50 минут. Давайте попробуем, что получилось. Мне, конечно, интересно, насколько приготовилось мясо. Мясо мягкое. Картофель разварился. Как соус будет. Что могу сказать, друзья? Это вкусно. Кто сегодня молодец? Вариаций, конечно, несколько. Некоторые используют томат-пасту. Тогда бы там у нас чуть краснее был соус. Так у нас он с помидорами более натуральный вкус. Огурчики, конечно, в азу придают свою нотку. Я очень люблю соленые огурчики использовать во многих блюдах. И рыбу готовлю с огурчиками, и супы, как вы заметили, там в щи я их добавлял. И бульончик у нас получился такой соусообразный, такой, какой должен быть. Я вот даже с нашими татарами советовался, как они готовят азу. Они даже отдельно картошку не обжаривают некоторые. Кладут прямо так. Я говорю, так это у вас получается просто тушеная картошка с мясом. Плюс огурчики там. Горячо, но вкусно. Рекомендую. Правда, процесс в котелке ускоряется, процесс варки. Но этот рецепт, ну, по технологии, как он есть с советских времен, что отдельно обжарить картофель, отдельно потом довести соус до ума и потом это все в конце объединить и доготовить. Вот в этом как бы чуть-чуть есть свои сложности. Ну, я думаю, ничего такого сложного и в этом рецепте особого и нет. Ради того, чтобы попробовать вкусное блюдо нашей татарской кухни азу, я рекомендую вам приготовить. На этой вкусной ноте, друзья, я по традиции хочу поздравить всех тех, у кого сегодня дни рождения, какие-то знаменательные даты. Пожелать им всего
хорошего, доброго, чистого. Всех благ, здоровья, счастья, любви. Всем до скорых встреч, до новых рецептов. Готовьте вместе со мной. С вами был Волоха.